Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на ноябрь 2024 года. Оцениваем, что вас ожидает, каковым для вас будет месяц, ну и в целом, какие события наиболее вероятно произойдут. Настраивайтесь на совместное чтение Таро, и мы с вами приступим. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации. Арканы перед вами, приступаем. Основные энергии месяца на повестке дня король монет. Это либо взаимодействие с мужчиной земной стихии, телец, дева или козерог, его влияние на некоторые сферы вашей жизни, или в целом акцент на вопросы обогащения, крупных материальных покупок, вложений, получения прибыли. Дабы не тянуть, скажем так, кота за хвост, посмотрим, о чем конкретно идет речь. Итак, на повестке дня пятерка мечей, поэтому буду объяснять вам, о чем может говорить эта дуада карт. Первое. Могут быть напряженные или конфликтные взаимоотношения с представителем данных знаков зодиака, такие как телец, дева или козерог. Или второй момент. Будьте бдительны с вашими покупками, вложениями, инвестициями, потому что можете здесь финансово прогореть. Это не значит, что нельзя ничего приобретать в рамках этого месяца, просто делайте это обдуманно, перепроверяйте, куда вы инвестируете, с какой целью, кто является, грубо говоря, держателем этой компании или сооснователем компании, какая история у того предприятия, куда вы инвестируете деньги, или, может быть, банка, или если вы приобретаете недвижимость, то есть оценивайте все риски по максимуму, иначе есть, к сожалению, вероятность, что свои ресурсы можете потерять. Если смотреть в целом, это сразу вам хочу донести такую идею, что такое король монет. Король монет – это уже завершенные проекты. То есть к чему веду? Если вы собираетесь инвестировать в недвижимость, и не покупайте недострои, по крайней мере в течение ноября, потому что здесь эти объекты не будут завершены. Или не инвестируйте в те ниши, в которые вам неизвестны, или о которых вы ничего не знаете, допустим, вам просто посоветовали, порекомендовали друзья, потому что велика вероятность здесь прогореть. Работа. Двойка мечей. Двойка мечей – это либо попытки отстраниться, если у кого-то отдых, или же это попытки, знаете, как искать себе альтернативу. То есть медленными шажочками, не спеша, потому что двойка мечей – это когда вы понимаете или приходите к ситуации, что все, нет возможности больше закрывать глаза на происходящее, нужно для себя, так сказать, создавать план Б, искать какой-то альтернативный вариант. Будем смотреть, как для вас раскроется этот аркан, о чем он будет говорить. Оцениваем ситуацию для тех, кто сейчас у нас не работает и работать по ряду причин не может. На повестке дня семерка жезлов и дно колоды двойка жезлов. Это, знаете, как пытаться найти себя в какой-либо нише. Может даже пробовать себя в нескольких направлениях. Как вариант. Кто-то может пытаться заниматься репетиторством и одновременно, допустим, на дому пробовать себя в кондитерке, то есть изготавливать пирожные или торты. Это в качестве примера такой альтернативы. Но, безусловно, у вас сферы могут быть абсолютно разные. То есть пытаться пробовать и там, и смотреть, где для вас будет больше и отдушины, и, конечно же, стабильного дохода. Если вы являетесь соискателем, ищете работу в найме, то аркан Мир говорит о том, что либо нужно искать в международных компаниях, то есть это будет гораздо легче сделать, либо искать через интернет. В некоторых случаях это менять вашу локацию, то есть переезжать, в некоторых моментах даже эмигрировать с целью получения необходимой работы. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, двойка мечей и паж монет. Но это в какой-то степени вы будете выполнять работу и за себя, и за стажера.
то есть человека, которого вы будете обучать, передавать опыт, навыки и знания. Ну и как следствие, это, знаете, выполнять одномоментно работу за двоих. Ну, иногда так бывает. И помимо всего прочего, двойка монет и паж, двойка мечей и паж монет говорят о следующем. То есть вы можете работать на основной работе и пытаться нарабатывать навыки, опыт в какой-либо новой нише. Будь то ваше хобби или, может быть, какие-то подработки, и вы захотите уйти на новую ниву, так сказать, и пытать себя там и свои, ну, раскрывать лучшие качества, свой потенциал, свои таланты, то есть искать себя на новом поприще. Но в данном контексте двойка мечей – это как позиция, попытка объять две ниши, две сферы. Если же вы работаете сами на себя. Шестерка чаш. По этому аркану это ситуация, когда вы можете, то есть не вы здесь инициируете предложение относительно, чтобы кого-то к себе взять в штат, знакомого или бывшего коллегу или родственника, а кто-то с таковым запросом может проявляться к вам. Но двойка мечей – это отгородиться, откреститься, то есть не взаимодействовать с человеком, потому что вы понимаете, что вы с ним не сработаетесь. Финансовая сторона вопроса. Здесь паж чаш. Паж чаш, пусть это, знаете, хоть и небольшая, но прибыль. Объясню. То есть вы не все будете спускать на какие-то ваши плановые расходы, но удастся чем-то побаловать и порадовать себя, то есть отложить на что-то необходимое. Ну и в целом будут значительные траты на какие-то ваши удовольствия. Неважно, будь то шопинг или какие-то мероприятия, но в любом случае паж чаш – это когда вы тратите с радостью, с любовью, с удовольствием. Здесь, конечно же, также могут быть сопряжены траты, связанные с детьми, но и помимо всего прочего, паж чаш иногда у нас указывает на получение каких-то приятных сюрпризов, которые будут презентованы вам. Вопросы состояния здоровья. Восьмерка чаш. По восьмерке чаш обращаем внимание на вопросы варикозного расширения вен, на вопросы тромбофлебита и ситуация связана с эмоциональным выгоранием. У некоторых может быть меланхоличность, депрессивность или эмоциональная усталость, выгорание. У кого-то это будет связано со сменой сезонов, особенно кто метеозависим, а у кого-то действительно нужно поднимать иммунитет и регулировать гормональный фон. Но это вам уже подскажет врач. Личная жизнь. А вот личная жизнь по девятке чаш должна быть активной, бить ключом. Потому что это карта радости, счастья, удовольствий, как физических, так и эмоциональных. Будем с вами смотреть и раскрывать этот аркан и оценивать, как он прозвучит для вас. Если вы на данном этапе свободны, здесь на повестке дня аркан Император, то есть это обретение партнерства, это стабильный союз. В большей степени, конечно же, ситуация будет отыгрываться для женщин. Для мужчин по восьмерке мечей это держать свои чувства сокрытыми, то есть пока к кому-то присматриваться. Но вы здесь воспылаете эмоциями к новому объекту внимания. Если вы у нас в любовных треугольниках, то девятка чаш и король мечей. Это в какой-то степени рациональность, стратегия, аналитика. То есть понимание, осознание, какой из союзов что вам несет, какое будет развитие ситуации. Понимать и осознавать, с кем нужно активно развивать отношения, а от кого потихоньку дистанцироваться. И если вы в стабильных связях, то девятка чаш и шестерка монет. Указание на замечательные взаимоотношения, тут равноценный энергообмен, тут есть баланс брать и давать. Это любовь, это привязанность, это самоотдача, самопожертвование в какой-то степени. Потому что здесь желание закрыть все потребности вашей второй половины, это желание служить, любить, отдавать себя, и такое же отношение вы получаете в ответ. Совет от карт. Аркан Иерофант. Иерофант – это, знаете, как действовать по совести, по зову души, по нормам закона, правил, традиций. Это касается любой сферы жизни, будь то отношения, работа, социальные связи. То есть это в первую очередь, знаете, как не портить свою карму. И помимо всего прочего, аркан Жрец. Это углубляться в какое-либо обучение, обретать новое поле знаний, прокачивать свои навыки, которые вы имеете, приобретать новые, потому что жрец – это расти личностно, расти духовно. Кто-то может искать в рамках этого периода себе наставника, будь то тренер, репетитор, руководитель, который помогает вам
вырасти профессионально на вашем поприще. Но в любом случае это тот человек, который заставит менять вас, вашу жизнь. Опять же, жрец. В некоторых вопросах обращение к религии, к духовности. То есть если есть потребность души посещать храмы, мечети, синагоги, неважно, в какой вы религии, это, знаете, как дать себе эту отдушину, наполниться этим светом. Если есть необходимость, исповедоваться. То есть это изучение религии, культуры, как своей, так и других народов, норм, традиций и правил. Посмотрим сейчас с вами на неожиданность этого месяца. Так. Какие у вас здесь интересные арканы? Ну, во-первых, дно колоды карма. Кармическая ситуация. И ситуация эта в первую очередь будет связана у многих с личными взаимоотношениями. В особенности, если вы застряли на каком-то периоде развития. Потому что, смотрите, любовь, застревание и решение, ну, к примеру, вы встречались, нужно будет принимать решения, развивать отношения дальше или от них отказываться, или переводить их на новый уровень. Например, съехаться и уже присматриваться друг к другу, подходите ли вы в быту или нет. Или если вы уже энное количество времени прожили вместе, возможно, назревает решение относительно того, что пора узаконить ваши взаимоотношения. Или если вы уже в союзе, опять же, не застреваете ли вы в данном этапе, не умирают ли ваши отношения, может, стоит больше внимания, любви, проявления заботы, какой-то активности, то есть сделать все то, чтобы отношения не деградировали, а наоборот развивались. То есть акцент в первую очередь идет на это. Вот такой у вас месяц, очень активный. На самом деле, как мне кажется, много позитивных аспектов, в особенности по личной жизни. Поэтому не упустите данную возможность. Сейчас закрою для вас арканы в лучшем ключе. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как для вас по факту отозвалась, отыгралась данная информация и какие перемены произошли. Буду вам признательна за коммуникацию, за энергообмен. С вами не прощаюсь. До новых встреч.